Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Сакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Сегодня расскажем про новую тему, которую узнали буквально вчера и протестировали уже сегодня, поэтому можем дать свои результаты, свой фидбэк, и вы сами будете анализировать, надо вам это или нет. Петруха, здорово. Здорово, Кирилл, зрители, привет. Да, интересные лутбоксы, очередные наши любимые, на Binance. Как многие знают, что они запустили свой маркетплейс по NFT-шкам и работают с разными группами, фирмами, артистами, художниками, запускают так называемые лутбоксы, мистери бокс они их называют, куда запихивают какую-то коллекцию очередную. Это могут быть либо картины, либо если это игра какая-нибудь, что нас интересует, да, то там будут NFT-шки из игры какие-то. Ну, поэтому, собственно, А, нас это и заинтересовало, по большей части. Да. Единственное большое но, пока нет возможности выводить их оттуда. Все ждут, Да, давай пробуют. сначала начнем, да, чтобы было Мгм. понятно. Заходим на Binance. Кому интересно, ссылочки оставим в описании, друзья, кто, может быть, не зарегистрирован. Вот, есть тут мистери боксы. И уже показано, сколько было и сколько завершено. Мы узнали как раз таки вчера про Mobox был. Краем уха услышали, но не успели залететь. Тем более Mobox как раз таки, друзья, мы видели этот проект, и как раз таки можно было попробовать поучаствовать. Мы прозевали, не знали и так далее. Сегодня был боксы по Alice, кто знает, естественно, на хайпе тема, поэтому мы решили тоже попробовать. Снизу можно посмотреть туда, это какие-то картины, да, Петруха? Да. На самом деле мы краем уха вот уже слышали вот здесь, а вот Big Time — это большая какая-то игра, которая стартует, но никак не стартанет. Вот они что-то делали. Там были вроде ключи доступа по крайней версии в будущем, да, то есть какие-то там остальные. Ну вот на Элис, да, решили, нам сказали, $10 бокс стоит. Там идет таймер, можно нажимать, ждать. Такой лайфхак: не обновляйте страницу, потому что все само обновится, там появится количество. Можно было максимум 40 штук покупать на аккаунт, да. Ну, Да, их и ограниченное количество, их, по-моему, было 38 тысяч. И прикол в том, что их скупают очень быстро, и всякие кликеры, не кликеры. То есть, в чем смысл? То есть, эти лутбоксы, одна штука $10 стоит, и они стоят намного дороже. То есть, ты можешь либо вскрыть, получить какую-то супер крутую вещь, которая будет стоить, естественно, очень дорого. Но в рулетка мы особо не любим рулетки, поэтому знаем, что эти лутбоксы продаются после выхода намного дороже. То есть, ну как намного, можно продать x2 от стоимости, можно продать там за $15. Мы купили, получается, с Петрухой по 40 штук, без кликеров, просто нам Александр помог, сказал, где находится кнопка покупки, да, тут территориально. Александр, это как раз таки который нам показывал Mobox. Ему, естественно, отдельное спасибо, то, что он подсказал, где надо мышкой, как будто у него маркер, знаете, точка поставила, где надо кликать, чтобы купить, потому что мы, естественно, не понимали, но по 40 мы взяли, то есть по максималке, и сейчас будем показывать результаты. Давай, Петрух, покажи внизу, что Мгм. там вообще, вниз пролистай. Здесь вот есть шансы выпадения. И, как естественно, все хотят. Самое редкое — это Мгм. вот вроде как пэты для игры будут. Это вот Берта, Хилтон и Мистер Роялити. Вот их всего 60 штук на 38. Видим шанс 0,15%. Да. Проверим, легкая ли рука у Кирилла. Да, мы решили, получается, мы купили по 40, давайте посмотрим сначала результаты, но мы решили еще 5 для видео открыть, просто для интереса, посмотреть, для контента. Так, моя история продаж, можно сразу посмотреть, у меня, так, сейчас, давайте сразу, чтобы тут не запутаться. У меня, получается, есть в продаже еще 21 лутбокс, 6 осталось, то есть 14 я, получается, продал, было 40. Видите, лутбокс я продал за $16. Напомню, что стартовая цена его 10. Продал за 20, то есть это x2. Продал за 20, это тоже x2. Дальше 16, 16, 15, 15, 15. То есть, ну, это зависит уже от вашей чуйки, что вы, да, можете продать и за 20, можете продать и за 15. То есть, ну, как видите, за 15 продал 2, продал за 20. По-моему, еще даже был третий у меня за 20. Красный это я отменил, то есть это не покупка. Точнее, не продажа. Вот зеленый это продажа. То есть 3 лутбокса я по 20 продал. Остальные по 15 большей части и по 16. То есть, понятное дело, что я свои вложения окуплю и могу заработать. Когда все это допродам, то есть это проблему особо не составит. Но нас интересует именно открытие.
да, и посмотрим, Мгм. что будет. То есть, ну, мы показали, что лутбоксы, с них большой спрос. То есть мы как бы показываем вам, что можно на этом тоже попробовать поднять, заработать. Но единственная проблема это реально купить. Купить это проблема, потому что очень быстро скупают. То есть 38 тысяч лутбоксов скупили, по-моему, за пару минут, да, если не меньше. Да, за секунды купили. То Ну, есть после да, того, как мы нажали кнопку, их там осталось 40 штук уже. ну да, то есть у вас есть буквально там считанные секунды, поэтому такое. Так, Давай, ну, открывай уже. Болтаешь много. но надо на это нагнать, да? Открыт. С 5 Открыт. откроется или по одной, да, по Нет, одной? одно. Одно. Вот ошибку Я нашли. чувствую 15, это. если вы нас смотрите, мягкий знак не хватает. Надо открыть. Вот это всё. И что, это хорошо или Да. плохо? Рарный ботинок. Рарка? Да, Или наверно, комонка это? фирменный от Gucci, наверное. Ну, просто проблема то, что мы не знаем, что это, да? То есть, ну, если Лего выпадет, мы, я думаю, поймем. Пойдем на рынке посмотрим. Ну, Но давай сначала откроем, нужны давай откроем, потом будем пэты. смотреть. Мы и хотим пэта. Просто надо хотя бы Да. пару открыть, чтобы понять, что выпало еще. Ну, если это рарка, то круто, а если это комонка, то это отстой. То есть я не... Какая цена, вот, честно, даже не понимаю. То есть, ну, от слова вообще. Посмотрим Да там, игры- конечно, по дропу, да, что это и как. Да. Знать бы еще, что за игра, тогда было бы вообще хорошо. Ну, Элис, насколько мы помним, это просто порт какой-то, да? Больше ничего в игре не Да, было. да, это какая-то Поэтому, социальная формилка вроде бы как. мне кажется, это отстой, короче. Ну, это какие-то, да, украшения. Хотя какая-то окантовка, как будто, блин, Лего. Мне кажется, здесь вообще нет критерия Лего, не Лего. Ну, типа редкость какая-то. Почитай Ну, это- описание. Ну, вот это понятно, короче. Это не редкое. Это точно не редкое. Я видел красные, да, на продаже. Красные Окантовка. прикольнее выглядят у Абутена. Так, ну чё? Это вот Давай. чуйка, Лего, друзья. Мишка, Пет. $2000. Что-то он уже там сзади открылся, а тут... О, Мне надо фабрику ботинок открыть, короче, свою. да. А, Так. Еще Теперь вот интересно посмотреть на рынок и как это все устроено. Мы сразу можем сказать, нам очень не нравится. То есть функционал NFT рынка Да, вот нам очень это- непонятно. Marketplace вверху вон жми. Да, но он какой-то реально худший у них пока. Вот не вообще неудобный по поиску. Тут найти что-то. То есть я бы сейчас, допустим, ввел бы Элис, да, и мне показал бы эти предметы, хотя мог бы понять, сколько мне выпало. Ну, в Надо нажать эквиваленте. Мистер Бокс сначала, вот видишь, слева фильтр нажать. Да, теперь в поиск тебе надо задать... вот это последний минимум, тоже люди выставляют по $15. А вот, 15. что-то, смотри, что-то похожее. Да. То есть это, Да. короче, минуса, да, по минималке. Ага, Это да. минус. Не, ну почему? Ну, как да. десятка, если... То есть десятку можно Не- было лутбокс отдать, Не продавай дешевле. ну, как вариант. Может, он дешево продает, я же не знаю. Платья какие-то зашли. Вопрос, надо ли это кому? И будет ли кто это брать? Рынок на спросе. Да? Ну, вот эта Ну, еще костюм, штука мне вот, из смотри. десяток. Баварский костюм был. Почти. Во. Ну, короче, видите, тут проблема, что не найти, да? То есть, ну, вот Да, но надо ботинки по писать 6. название, вот Ну. пиши Nude Brown Shoes, так и пиши. И потом ты сможешь Блин, отсортировать. даже не Ага. копируется. Пиши Brown, напиши просто. Бровен. Ага. Да все, так будет искать. Мгм. Да, сейчас найдет. Вот. О, Теперь можешь иксы. Иксы, друзья, 20 баксов. отберу теперь от дешевых, не от новых старым, а от низкой до высокой, да. Во. И смотрим, это что, текущая ставка. Не, где ставка, это значит аукцион, листай вниз. Ищи, где есть не вот тоже неудобно. Смотрите, да, от Нужна- низкой до высокой все какие-то цены вообще. Ну, не Нужна- знаю, ну это $3, Ну, короче, это вряд ли кто-то возьмет Это дороже. аукцион, подожди. Тебе надо искать именно вот где цена, вот видишь, стоит Ну. цена. Текущая ставка, вот цена $6. Вот за $6 не покупают, за 7 тоже не покупают. Ну, значит, вот такая им цена. Ну, короче, первый опыт. То есть, если мы продадим 5 штук, наверное, 10 баксов мы лутанем с этого. Ну ладно, Может суть, друзья, не это. То есть лутбокс мы сами всегда понимаем, да. Где-то густо, где-то пусто. Смысл было показать то, что можно было эти лутбоксы именно продавать, как вы можете увидеть, да. Тут
иксы у них есть именно в продаже. То есть, если гарантированно просто покупаешь, продаешь, да, без надежд на какие-то там супер золотые горы, мы и не надеялись, я честно вам скажу, то есть, ну, лутбокс не наша тема. Но просто для контента, я думаю, вы поняли, дальше уже смотрите сами. Следите именно за Binance, потому что анонсы мы тоже, я думаю, не всегда будем успевать делать, потому что, сами понимаете, не всегда есть на это время, и, к сожалению, не всегда может это получаться. Но в Телеграме всегда можете попробовать найти, там ребята тоже дают информацию по таким темам. Есть что добавить, Петрух? Нет, да, подписываемся на все наши соцсети, лайкаем, комментируем и пишем нам анонсы Binance, с Binance по боксам, если они что-то продают, связанное с играми и блокчейном. Мы будем очень признательны. Да, будем пытаться как-то все это освещать. И, друзья, всем пока-пока.